Всем привет, с вами Фуза, и вы на канале Pinball Russia. Наконец-то этот день настал, мы долго к этому шли, разбирали детально все основные элементы на поле у пинбола, все термины. Я рассказывал вам, как правильно управлять шариком, разговаривали об истории пинбола и устройстве этих автоматов. Если вы что-то пропустили из этих тем, обязательно посмотрите. А еще мы объединили все эти видео в отдельный плейлист, который называется Basic Skills, чтобы вам было проще найти всю нужную информацию в одном месте. Итак, вернемся к тому, к чему мы так долго шли. Это полный разбор геймплея на реальных пинбол-автоматах. Сегодня мы будем разбирать одну из лучших игр за всю историю пинбола. Это Attack from Mars. Вышла она в декабре 1995 года. Геймдизайнером этой игры был легендарный Брайан Эдди. Его пинбол Medieval Madness занимает первое место по версии Pinside. По словам его коллеги Джорджа Гомеса, игра «Марс атакует» не основана на одноименном фильме, как это обычно все предполагают. Если ссылаться на Гомеса, у Брайана Эдди была идея задолго до фильма, а это просто совпадение, что они появились на рынке с разницей в 1 год. Оригинальный тираж этой игры 3450 экземпляров, но в 2017 году компания Chicago Gaming Company выпустила дополнительный тираж этих автоматов, которые имели слово «ремейк» в своем названии. Игра в плане своего геймплея была абсолютно такой же самой. Единственное отличие — она была построена на современном железе, и дисплей получил больший размер, чем у предшественника. Ладно, давайте переходить уже к разбору этого автомата, и для начала посмотрим, что у него располагается на поле. В игре 2 флиппера, 2 инлейна, 2 аутлейна и 2 слингшота. 7 зеленых стендап-таргетов, 3 рампы, левая, центральная, правая и луп, один слева и справа. 1 скуп, 3 поп-бампера, 2 топ-лейна перед ними, и по центру у нас находится марсианская тарелка. Перед ней 3 красных моторизированных стендап-таргета, которые преграждают нам путь к самой тарелке. За ними еще 2 стендап-таргета уже большего размера и 1 дроп-таргет, за которым находится отверстие, куда улетает шарик, после чего он появляется в продолжении левой рампы. Теперь давайте поговорим об основной сюжетной линии. Финальная миссия называется Rule the Universe. Запускается она в скуп, когда горит соответствующая иконка на поле. Для того, чтобы эта иконка загорелась, вам нужно выполнить 6 заданий. Их можно выполнять абсолютно в любой последовательности. Вот они прямо перед вами. Буду пояснять их слева направо. Первое — это супер джекпот. В этом задании вам нужно запустить режим мультибол. Для того, чтобы сделать это, вам нужно попасть в центральную рампу, когда горит сектор Light Lock. После успешного попадания в этот сектор заморгают 3 стрелки — Lock 1, Lock 2 и Lock 3. Теперь вам нужно будет 3 раза попасть в то же самое место, что и ранее. Только теперь из-за разделителя шары не будут попадать на центральную рампу, а будут улетать под поле, а оттуда уже на продолжение левой рампы. После 3 успешных попаданий запустится режим мультибол. У вас будет 3 шарика на поле, и вам нужно будет выбить 5 джекпотов, каждый из которых находится в 3 рампах и 2 лупах. Каждый активный джекпот будет подсвечиваться соответствующей иконкой. Если иконка не горит, значит в этом секторе джекпот уже выбит. После того, как вы соберете 5 джекпотов, на поле появится супер джекпот. Но проблема в том, что он будет постоянно двигаться, и вам нужно попасть туда, где он будет находиться в данную секунду. После успешного попадания вы получите большое количество очков за супер джекпот, и первая иконка из 6 загорится, тем самым показывая, что первое задание успешно выполнено. Кстати, если вы в первый раз не выбьете супер джекпот, то второй раз открыть режим мультибол будет уже сложнее. Вам нужно будет 6 раз попасть в центральную рампу, прежде чем запустится режим мультибол. Против 4 в первый раз. Идем дальше. Супер Джетс. Одно из самых простых заданий в игре. Для его выполнения нужно, чтобы шарик 100 раз ударился об поп-бампера. Количество оставшихся ударов будет отображаться на дисплее. После 100-го удара загорится иконка Super Jets, и поп-бампера будут давать вам до конца шара увеличенное количество очков за каждое срабатывание. Третье задание называется Martian Attack Multiball. Чтобы иконка загорелась, вам нужно попасть по всем 7 зеленым стендап-таргетам и собрать слово Martian. После того, как вы соберете слово полностью, рядом со скуп заморгает иконка с надписью Martian Attack. Попав в скуп, 4 зеленых марсианина начнут прыгать на поле, и вам нужно будет всех их уничтожить. Для того, чтобы убить марсианина, нужно попасть в любой зеленый стендап-таргет, находящийся под ним. Когда марсианин погибает, он перестает прыгать. После того, как все 4 марсианина будут уничтожены, начнется Martian Attack Multiball, и у вас загорится третье задание из 6. Суть этого мультибола в том, что нужно убивать марсиан, попадая в зеленые стендап-таргеты. Количество убитых марсиан считается за всю игру. Если вы их соберете достаточно много, то будете возглавлять таблицу рекордов по убитым марсианам, пока вас не обгонит кто-либо другой. Четвертое задание — Total Annihilation. Это мультибол с 4 шарами. Для того, чтобы его открыть, нужно запустить 4 разных хряб задания. Они находятся в 2 рампах, левой и правой, и в 2 лупах. Первый хряб нужно попасть в левый луп 3 раза и собрать иконки Capture 1, Capture 2 и Capture 3. После чего по центру начнет мигать большая красная стрелка, и вам нужно будет попасть по любому красному стендап-таргету в центре. Чем быстрее вы попадете, тем больше очков получите. Следующий хоряб в левой рампе. Также собираете Big O Beam 1, 2, 3, после чего запускается очередной хоряб в центре.
Быстро попадете, получите много очков. То же самое делаем в правой рампе. Собираем трактор Beam 1, 2, 3 и запускаем стрелку в центре. Четвертый хоряб в правом лупе. Собираем Atomic Blaster 1, 2, 3 и все то же самое. Перед тем, как запустится режим Total Annihilation, сделаю два важных пояснения. Не нужно собирать хоряб именно в той последовательности, в которой я вам показывал. То есть вы можете сначала открыть Capture 1, потом Atomic Blaster 1, потом Tractor Beam 1, потом Capture 2 и так далее. Главное собрать все желтые и оранжевые иконки, в конце которых есть цифры 1, 2 и 3. И второй момент, хоряб можно объединять. То есть если вы, например, открыли первый хоряб и у вас заморгала красная стрелка по центру, максимальное количество очков, которые вы здесь можете выбить, будет 100 миллионов. Но если вы в это же время запустите второй хоряб, то максимальная сумма увеличится до 300 миллионов. И если вы успеете открыть третий, то поднимете максимальное значение до полумиллиарда очков. А когда все 4 хоряб будут открыты, четвертая иконка из 6 загорится, и у вас начнется Total Annihilation Multiball. Это мультибол с 4 шарами, и вам нужно будет попадать в 3 рампы и 2 лупа. Там будут раздавать большое количество очков. Пятая иконка подписана как Conquer Mars. Чтобы она загорелась, нужно уничтожить Марс. В центре на поле у вас есть 5 стран: Франция, Германия, Италия, Великобритания, США и последняя Attack Mars — уничтожить Марс. По сюжету игры вам нужно уничтожить тарелку в каждой из 5 стран. Для того, чтобы сделать это, нужно открыть страну, попав по всем 3 красным моторизированным стендап-таргетам, расположенным по центру. После чего они опустятся. За ними располагаются еще 3 цели, которые и наносят урон марсианской тарелке. 2 по бокам и 1 дроп-таргет по центру. Урон можно комбинировать. Например, если шар попал в один стендап-таргет, а потом отлетел в другой, тарелка получит двойной урон. В первом городе вам нужно нанести 3 попадания по тарелке, чтобы ее уничтожить. Шкала здоровья тарелки отображается на экране автомата. Когда она пуста, вам нужно ее уничтожить. Сделать это можно только центральным попаданием, чтобы шар укатился в отверстие. После уничтожения первой тарелки красные стендап-таргеты поднимутся вновь, а иконка с текущей стороной перестанет моргать и будет гореть постоянно. Вам нужно будет повторить все эти действия в оставшихся 4 странах. Теперь небольшое пояснение. После второй страны в скопе у вас будет возможность выбить экстра болл, а в каждой следующей стране вам нужно на 3 попадания больше, чем в предыдущей. То есть в 5-м городе нужно попасть 15 раз по тарелке, чтобы ее уничтожить. Поэтому я рекомендую вам запускать режим мультибол тогда, когда у вас открыта уже страна. Несколькими шарами вам будет проще уничтожить марсианскую тарелку и нанести ей максимальный урон. Когда все 5 стран будут позади, останется уничтожить Марс. Так же, как и раньше, опускаем 3 центральные стендап-таргета и атакуем Марс. Единственное отличие от стран: здесь нужно сделать 10 точных попаданий только в центральное отверстие. Боковые стендап-таргеты здесь считаться не будут. После уничтожения Марса загорится 5-я иконка Conquer Mars. 6-е задание называется Five-Way Combo. Суть в том, что вам нужно сделать комбинацию из 5 быстрых попаданий, пока у вас горят красные стрелки на поле. Во время успешных попаданий на экране также будет показываться подсказка, какое комбо по счету вы сейчас выполнили. Если вы прерываете комбо, то придется начинать все сначала. После успешной комбинации загорится иконка Five-Way Combo. Как только все 6 заданий будут собраны, у вас заморгает иконка Rule the Universe. Попав в скуп, начнется финальное задание. В финальном задании у вас откроется одновременно Martian Attack Multiball, Total Annihilation Multiball, Super Jets и обычный мультибол. От последнего будет бегать по полю Super Jackpot, который дает огромное количество очков. И все остальные объекты на поле также будут максимально заряжены на очки. Цель этого режима — набрать 5 миллиардов очков. Ball Saver будет активен 30 секунд, после чего шары выдавать больше не будут. Если вам удастся собрать 5 миллиардов очков, игра остановится и вы получите еще 5 миллиардов бонусом. И после короткой анимации игра продолжится сначала. Но все сектора будут давать очков больше, чем раньше, и проходить задание Conquer Mars уже не нужно, чтобы открыть еще раз Rule the Universe. И теперь самое интересное. Если вы проходите Rule the Universe, вы становитесь правителем вселенной. И в конце игры вас ждет инаугурация. Ваши инициалы заносятся в специальную таблицу рекордов со временем и датой. Выбить из этой таблицы возможно только в том случае, если следующий игрок также пройдет Rule the Universe. Вот так вот, друзья, выглядит основная сюжетная линия в этой игре, но существует еще побочная сюжетная линия, это я ее так называю. К ней относятся различные фишки, которые никак не связаны с финальным заданием, но они также влияют на игровой процесс. И об этом мы с вами поговорим в следующем дополнительном ролике, который мы опубликуем в ближайший четверг. А если этот четверг уже наступил, вы можете просто кликнуть по вот этой всплывающей подсказке. Кстати, автомат Attack from Mars был выбран мною не случайно для первого разбора. Все дело в том, что этот пинбол доступен во многих виртуальных эмуляторах. Один из них — Williams Pinball от Zen Studios, который вы можете поставить на свой мобильный телефон и проверить теорию на практике. Ссылку на скачивание этого приложения оставлю в описании к этому ролику. И еще один важный анонс.
В ближайшее воскресенье, 20 июня в 19:30 по Москве, я приглашаю вас всех на наш первый лайвстрим, который будет проходить на Ютубе и Твиче. Буду рад, если вы придете не одни, а пригласите еще парочку своих друзей. В общем, мы ждем всех. Если вдруг вы не подписаны на наш канал, то нужно как-то исправить это недоразумение, нажав на кнопку «Подписаться» и на колокольчик. И, конечно, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, мне всегда приятно отвечать на них и видеть, что тема пинбола интересна не только мне. Всем спасибо за просмотр, увидимся на следующей неделе. Пока!